Ловкий, скрытный и расчетливый хищник, который неустанно бродит по бескрайним, засушливым и полным опасными соседями саваннам. И невзирая на скромные размеры, это по-настоящему искусный охотник, способный бросить вызов не только грызунам. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – степной кот. По своим размерам и внешнему виду степной кот не сильно отличается от домашней кошки. При длине тела около половины метра эти животные обычно весят не более 5 килограмм. Обитая на значительной части африканского континента, полосатые хищники встречаются и на территории Азии, включая полупустыни южной части России, где, как и положено диким кошкам, ведут чрезвычайно скрытный одиночный образ жизни. Рацион питания степного кота невероятно богат, хотя с учетом размеров он может выжить, питаясь одними лишь насекомыми. Однако жуки и кузнечики лишь дополняют диету. Основным же объектом охоты становятся птицы и грызуны, на поиски которых хищник чаще выходит под покровом ночи. Таким образом, ему удается избежать лишнего внимания со стороны куда более опасных животных. Также темнота позволяет стать абсолютно невидимым для потенциальной добычи, ведь порой даже полная луна может заметно усложнить задачу местным хищникам, потому как в ее свете особо бдительным созданиям не составляет труда раскрыть чужую маскировку. Что касается степного кота, его зрение в десятки раз превосходит в чувствительности зрение птиц, поэтому достаточно уменьшить дистанцию, чтобы в несколько стремительных прыжков застать врасплох ничего не подозревающую жертву. Охота на грызунов требует куда больше осторожности и терпения, ведь эти юркие создания обладают отменным слухом и могут скрыться в недосягаемом тоннеле за доли секунды. Однако кот, как никто другой, приспособлен для такого промысла. Максимально прижимаясь к земле, он тщательно планирует каждый шаг, не спуская с цели глаз и ступая настолько бесшумно, что никому не под силу уловить его присутствие. Решающий рывок также требует подготовки, и не затягивая, хищник совершает стремительный прицельный прыжок, который с высоким шансом приносит ему долгожданный трофей. Опытные особи отлично знают, на кого не стоит нападать, однако молодые коты не имеют особого представления о многих окружающих животных и методом проб и ошибок пытаются расширить привычный рацион. Кажется, этот белобрюхий еж мог бы стать легкой мишенью, но его скромные размеры компенсируются непробиваемой защитой, и нападать на клубок длинных иголок – бесполезная, а порой и опасная затея. И несколько неудачных попыток доказывают коту эту простую истину. Но порой выбранная мишень может дать сдачи, и этот маленький крокодил сразу заявляет о том, что связываться с ним опасно для жизни. Однако кот голоден, и он не спешит покидать общество страшного противника, а вместо этого пытается найти уязвимое место. Хотя сделать это совсем непросто, ведь хладнокровное создание готово встретить соперника огромной пастью с устрашающим набором зубов. Этого кота можно назвать абсолютно бесстрашным, однако при всем усердии острые зубы не настолько длинные и крепкие, чтобы пробить закованного в толстую чешую крокодила. Поэтому после серии яростных наскоков хищник понимает, что продолжение атаки грозит закончиться не лучшим образом. Полдень в жаркой Африке может стать губительным для животных, поэтому жаркие часы кот коротает в тени, экономя энергию и силы, чтобы ближе к сумеркам вновь отправиться на промысел. Хотя в целом эти животные превосходно приспособлены к жизни в пустыне. Мех степных кошек заметно реже и короче, чем у их северных родственников, и такого облачения хватает как для защиты от дневного зноя, так и для поддержания тепла холодными ночами. К тому же хищники могут подолгу обходиться без воды,
полной мере довольствуясь жидкостью, получаемой из поедаемых жертв. По соседству со степным котом обитают и другие представители малых кошек, например, сервал и каракал. Однако в размерах последние зачастую заметно выигрывают. К тому же, учитывая одиночный образ жизни, никто из кошачьих не любит посторонних. К счастью, скромные размеры позволяют степному коту успешно маскироваться и избегать встречи с дальними родственниками. Ситуация может измениться лишь в брачный период, когда многие самцы теряют былую бдительность. В Африке каракал также не чувствует себя царем зверей, поэтому при виде даже уступающего в силах гостя он спешит покинуть общество странного чужака. В укромном, скрытом от посторонних глаз месте на свет появляются от 2 до 6 котят, слепых и абсолютно беспомощных, которые быстро подрастают под пристальным присмотром матери. Разумеется, в столь суровой местности далеко не всем малышам суждено дожить до зрелости. Однако их преимущество в том, что уже в возрасте 4 месяцев котята становятся самостоятельными и могут успешно охотиться на проворную добычу, хотя еще какое-то время остаются вместе с матерью. Они быстро перенимают у нее навыки охоты. Кошка приносит подросткам еще живую добычу, становящуюся превосходным инструментом для отработки навыков, которые станут незаменимы во взрослой жизни. Кстати, в отличие от них, котята каракала зависят от матери вплоть до 8, а порой и 10 месяцев. Именно степной кот является прямым предком всех домашних кошек. Около 10 тысяч лет назад на Ближнем Востоке зарождалось раннее земледелие, и появившиеся запасы зерна словно магнит притягивали множество мышей и крыс, которые в свою очередь были и остаются основной пищей диких кошек. Люди быстро нашли соседство с маленькими хищниками взаимовыгодным и стали даже подкармливать охотников на грызунов, что и послужило началом одомашнивания кошек. Из-за скрытного образа жизни делать выводы о численности степных кошек непросто. И хотя популяция страдает от развития сельского хозяйства, соседство с человеком и домашними кошками, за счет широкого ареала обитания, умения приспосабливаться и быть невидимками, эти умелые хищники не находятся под угрозой. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!